Сегодня мы поговорим о таком виде сохранения сбережений, как вложение в драгоценные металлы. В какой форме их можно приобрести и что наиболее выгодно. Первый способ вложения в драгоценные металлы – это приобретение слитков или монет. В слитках можно приобрести золото, серебро, платину и палладий. У каждого банка, в офисе которого можно купить слитки, установлена своя цена покупки и продажи металлов. И разница между ними значительна. Слитки продаются весом от грамма до 1 килограмма. При их приобретении вам придется заплатить НДС 20%, который включен в стоимость. Памятные инвестиционные монеты изготавливаются из золота или серебра. Операции с инвестиционными монетами не облагаются НДС, в отличие от коллекционных, при покупке которых вам придется его заплатить. Стоимость инвестиционных монет приближена к стоимости содержащихся в них драгоценных металлов. Коллекционные или памятные монеты, кроме ценности металла, из которых они изготовлены, могут иметь еще и нумизматическую ценность. Инвестиционные монеты можно приобрести только в офисах банка, а коллекционные еще в нумизматических магазинах или на аукционах. Хранение слитков и монет требует определенных затрат и осторожности при обращении с ними. Несмотря на то, что слитки принимаются банками, даже если на них есть пятна, вмятины или потертости, однако из-за этого они сильно теряют в цене. Монеты же вообще нельзя трогать руками, так как они теряют свою коллекционную ценность. Кроме этого, слитки и монеты могут иметь ограниченную ликвидность, то есть купить их легко, а продать иногда бывает сложнее. Это необходимо помнить тем, кто покупает монеты или слитки, как говорят, на черный день. Обычно при неблагоприятных экономических условиях многие хотят превратить свои ценности в деньги. Поэтому, кроме трудностей с реализацией в такие периоды, можно столкнуться еще и с занижением покупной цены драгоценных металлов теми, кто в них заинтересован. Второй способ вложения в драгоценные металлы – это приобретение их на обезличенные металлические счета. Обезличенный металлический счет или ОМС – это счет, на котором отражается принадлежащий вам драгоценный металл в граммах, без сведений о пробе, номерах слитков и производителе. По сути, это просто запись на вашем счете о количестве того металла, который соответствует сумме вложений. Металлический счет считают схожим с банковским вкладом, только не в деньгах, а в драгоценных металлах, которые вы выбрали при открытии счета. Стоимость и доходность счета привязана к цене металла. Металлический счет бессрочный, вы можете держать его сколько угодно. Можно пополнять, можно частично продать металлы и вывести средства, а можно закрыть в любое время. Операции на металлическом счете не облагаются НДС. Ликвидность выше по сравнению со слитками и монетами. ОМС не обеспечен физическими металлами, а значит, при его закрытии вы получите не драгоценный металл, а его денежный эквивалент. В действительности это металл на бумаге. Кроме того, ОМС не застрахован как депозит со стороны агентства по страхованию вкладов. И в случае проблем у банка вы лишитесь своих вложений. Третий способ – это покупка паев инвестиционного фонда и акций биржевого паевого инвестиционного фонда. На сегодняшний день на российском рынке есть 14 паевых инвестиционных фондов, которые вкладывают свои активы в другие инструменты, обеспеченные прямо или опосредованно драгоценными металлами. Это и акции других фондов, которые вкладывают в драгоценные металлы, акции компаний, добывающих драгоценные металлы, это и металлические счета, и облигации, и фьючерсы. Поэтому доходность таких ПИФов зависит не от динамики цен на драгоценные металлы, а от цены входящих в него инструментов и профессионализма управляющих. Активы этих фондов не обеспечены реальными драгоценными металлами, а только инструментами на эти металлы. И хотя покупка паев не облагается НДС и не нужно открывать брокерский счет, инвестору придется заплатить комиссию управляющей компании в размере 2-3% и прочие расходы, которые могут составлять до 1% от всех вложений. Что касается биржевых паевых инвестиционных фондов, то на московской бирже есть два активы которых обеспечены реальными золотыми слитками. Это ETF компании Finex, тикер которого вы найдете в описании к ролику. Его акции торгуются за рубли, но валютой фонда является доллар США, курс которого тоже влияет на цену акции. Цена одной акции составляет около 930 рублей, что эквивалентно на сегодняшний день 0,2 граммам золота. Комиссия фонда 0,45%. Доходность с момента его запуска, то есть с сентября 2013 года, около 180% в рублях и 27% в долларах.
И второй биржевой фонд – это ВТБ золото. Его золотые слитки хранятся в России в банке ВТБ. Акции фонда торгуются за доллары и рубли. Открыт он с июля 2020 года. Комиссия за управление 66%. Цена одной акции чуть больше рубля. Потенциальный доход по этим фондам зависит от динамики цен на золото. Преимущество ПИФов и биржевых фондов перед слитками и монетами в том, что разница между ценой покупки и продажи акций и паев минимальна. Отсутствуют расходы на хранение, не облагаются НДС, имеют более высокую ликвидность. Являются альтернативой обезличенным металлическим счетам, для которых характерна очень большая разница между ценой покупки и продажи металла. Четвертый способ вложения – это покупка акций компаний, добывающих драгоценные металлы, преимущественно золото и серебро. На цену этих бумаг влияет много факторов, но основным является все-таки цена на эти металлы. Кроме того, акции этих компаний обеспечены реальными драгоценными металлами и высоколиквидны на рынке. Лидеры отрасли платят дивиденды даже в периоды снижения цен на добытые ресурсы. Единственные расходы для инвестора – это комиссия брокеру. Однако не все компании этой отрасли подходят для инвестиций. Есть те, в которые вкладывать рискованно. Ссылку на ролик о том, как выбрать акции на основе анализа показателей компаний, добывающих драгоценные металлы, вы найдете в описании. И пятый способ вложения – это покупка инструментов срочного рынка, фьючерсов и опционов. Фьючерсы и опционы – это производные инструменты фондового рынка на цены золота, серебра, платины и палладия. Поскольку торгуются они в течение определенного срока, то не подходят для инвестирования и сохранения своих сбережений. Это очень рискованные инструменты, которые требуют большого опыта или профессионализма. Таким образом, если у вас открыт брокерский счет, то наиболее выгодный способ вложения в драгоценные металлы является покупка акций золотодобывающих компаний. Это реальная альтернатива физическому золоту по причине их доступности, ликвидности и дивидендному доходу. Если же у вас нет брокерского счета, то сохранить сбережения от инфляции помогут инвестиционные монеты, цена которых приближена к цене того металла, из которого они изготовлены, и не облагаются НДС. А на сегодня все. Успехов! Пока!